Основатель Монгольской империи Чингисхан перед смертью повелел своим потомкам покорить все населенные земли вплоть до последнего моря. Однако исполнить волю великого завоевателя оказалось непросто. Разгром русских княжеств, а ранее непростое покорение булгар и половцев сильно задержали Чингизида Батыя и его командиров. Только к 1241 году, через 5 лет после начала западного похода, монгольская армия достигла волынских земель, открывавших путь из Руси в Восточную Европу. Организованного сопротивления в этом регионе почти не было. Местный князь Даниил Галицкий бежал в Венгрию, так что монгольское войско сделало лишь небольшую остановку, чтобы пополнить свои припасы. Руководители похода Батый и выдающийся военный стратег Субэдэй занялись планированием дальнейших операций. Еще до вторжения в Европу монгольские шпионы и купцы появились в западных королевствах, занимаясь сбором сведений о расположении крупных населенных пунктов, путях сообщения и потенциальных противниках. Монгольские военачальники знали, что самое крупное государственное образование в Европе, Священная Римская империя, состоит из полунезависимых земель, не способных выставить объединенное войско. Знали и о продолжительном конфликте императора Фридриха II с папским престолом из-за Северной Италии. Фридрих полагал, что монголы не дойдут до границ его империи и сосредоточил свои силы на итальянском направлении. Реалистичную позицию в отношении монгольской угрозы занял король Венгрии Бела IV. Границы его государства непосредственно примыкали к русским землям, так что Бела знал о неизбежности нашествия. Когда боевые действия достигли Южной Руси, в сторону Венгрии покатились многочисленные толпы беженцев, а вскоре к нему явились князья Михаил Черниговский и Даниил Галицкий, лишившиеся своих владений. Понимая, что беда скоро докатится и до него, Бела активно занялся укреплением пограничных регионов, а монгольских послов, прибывших к его двору с требованием подчинения, он истреблял в полной уверенности, что они шпионы. Непокорность венгерского короля и пригодность его земель для коневодства склонила монгольских военачальников к тому, что именно Венгрия должна стать главной целью предстоящей кампании. Вынашивая планы по вторжению в Восточную Европу, Субэдэй и Батый подготовили тактическую операцию с нанесением 3 одновременных ударов. Основные монгольские силы под руководством Батыя должны были двинуться в сторону Панонии, самого центра Венгерского королевства. Левое крыло было доверено Кадану и Бури. Продвигаясь в междуречье Олд-Серет, а затем вверх по течению Дуная, их отряды должны были разгромить валашских и трансильванских вассалов Бела IV, лишив их возможности оказать поддержку своему владыке. Правое крыло возглавили старший брат Батыя Орда, а также сын Чагатая Байдар. Их задание состояло в том, чтобы не позволить союзникам венгерского короля, польским князьям, тевтонским рыцарям и чешскому королю Вацлаву прийти на помощь Беле IV. Монгольским отрядам предстояло выполнить скоординированные удары на пространстве шириной в 1000 километров. Причем численность сил под началом Батыя к тому моменту сократилась, ведь многие монголы погибли в ходе кровопролитных штурмов русских городов и вследствие болезней. Общая численность кочевой орды тогда не превышала 55 тысяч человек, из которых около 30 тысяч были сосредоточены на центральном направлении. Зимой и весной после небольшого отдыха монголы вновь двинулись на запад. Первым европейским королевством, познавшим ярость монгольских орд, стала Польша. В отличие от Венгрии, где еще сохранялось подобие центральной власти, Польша пребывала в политической раздробленности. После смерти Болеслава III в 1138 году Польша, как и Киевская Русь, распалась на ряд враждующих княжеств, в каждом из которых правила отдельная ветвь династии Пястов. Ко времени монгольского нашествия на польскую корону претендовали 4 польских феодала: князь Аполя Мишко, князь Мазовии Конрад, племянник Конрада Болеслав Стыдливый из Сандомира и самый могущественный князь Генрих Благочестивый из Силезии. Он контролировал Краков, поэтому формально являлся великим князем Польши. Двое из них были родственниками короля Венгрии Белы. Бела много раз предупреждал своих польских родственников об опасности монгольского вторжения, однако князья были слишком заняты внутренними делами. Генрих к тому моменту контролировал половину польских земель и был близок к полной военной победе.
Его главный соперник Конрад Мазовецкий, чьи владения располагались в стороне от магистрального пути завоевателей, ощущал себя в относительной безопасности, поэтому его не тронули горестные рассказы гостившего у него князя Михаила Черниговского. Оттого внезапное появление армии Байдара и Орды стало неожиданным для польских князей. Понимая, что поляки застигнуты врасплох, Орда и Байдар сразу же перешли к активным действиям. В феврале 1241 года монголы сожгли города Люблин и Завихост, по дороге опустошив прилегающую к нему сельскую местность. Продвигаясь вглубь польских земель, монгольские корпуса пересекли замерзшую Вислу по льду, после чего смогли взять и разграбить Сандомир, который защищал малочисленный гарнизон. Отсутствие сильного сопротивления позволило чингизидам действовать малыми отрядами, не опасаясь нападения. У Сандомира 10-тысячный монгольский корпус разделился. Орда повел своих всадников на север в Мазовию, а Байдар отправился дальше на запад вдоль северного склона Карпатских гор. Совершая набеги и сжигая селения, авангард Байдара через несколько дней достиг Кракова, а затем медленно повернул назад, как будто возвращаясь в свой лагерь с награбленной добычей и пленными. Решив дать отпор завоевателям, краковский воевода Владимир и сандомирский воевода Покослав выехали из города со значительными силами и отправились в погоню. Монголы бросили награбленное и обратились в бегство, что дало воеводам ложное чувство безопасности. Полагая, что налетчики больше не вернутся, Владимир поспешил обратно в Краков. Однако 18 марта под Хмельником, в 20 километрах от Кракова, Байдар устроил малопольскому войску засаду. Владимир, Покослав и большинство их воинов погибли под градом монгольских стрел. Оставшиеся в Кракове жители не стали открывать ворота захватчиков. Они дали монголам жесткий бой на городских стенах и улицах. После кровопролитного приступа 28 марта изнуренные оккупанты так и не смогли установить полного контроля над всей территорией Кракова. Часть ополченцев, укрывшаяся в храме святого Анджея, не сдалась и не была истреблена. Захватив много пленных, Байдар повел своих всадников через Рацебуш и Ополе на столицу Силезии Вроцлав, куда должен был подойти Орда. Пока Байдар достиг Вроцлава, горожане успели сжечь свой город и удалились в цитадель. Орда был еще в пути, и Байдар начал осаду крепости. Но вскоре получил сообщение, что Генрих Благочестивый собирает армию в Лигнице и что король Богемии Вацлав I с большим войском идет к нему на помощь. Поэтому Байдар снял осаду, соединился с корпусом Орды и спешно повел монгольское войско к Лигнице. Чингизиды торопились, поскольку им было важно не допустить объединения европейских армий. Ожидая подхода богемского войска со дня на день и зная о приближении монгольских отрядов, Генрих расположил свое войско за городом на равнине. К нему успели подойти отряды из его владений в Великой Польше и Верхней Силезии. Большой отряд, включавший иноземных наемников и добровольцев из немецкого и чешского рыцарства, привел Болеслав, сын моравского маркграфа. Кроме того, к Генриху прибыл отряд тамплиеров, а также группа тевтонских рыцарей. Но большую часть польского войска составляли не рыцари, а плохо обученные пехотинцы, многие из которых даже не имели военного снаряжения. Например, большой отряд добровольцев, которые собрали баварские золотопромышленники из Золотой Гожи в Силезии, был вооружен лишь своими орудиями труда. В целом, армия Генриха насчитывала не более 8 тысяч человек. Примерно столько же воинов находилось под командованием Орды и Байдара. Когда монгольские авангарды показались вблизи польского лагеря, Генрих разделил свое войско на 4 части, расположив их в традиционном европейском стиле. Авангард польских сил формировали рыцари-наемники и добровольцы, а также горняки из Золотой Гожи. Усиленный центр польского войска составляли краковцы и рыцари из Великой Польши. Рядом с ними расположились всадники из Ополя, а также тевтонские рыцари. Сам Генрих возглавил третью резервную линию, которая состояла из воинов Силезии и французских тамплиеров. Впервые столкнувшись с монгольской военной тактикой, европейские рыцари не сразу поняли, что сражение началось. В отличие от рыцарской конницы, монголы выполняли перестроение молча. Большинство их сигналов передавались визуально при помощи вымпелов и штандартов. Хотя общая дисциплина монголов была выше, чем у рыцарей, их построение было менее плотным, что не позволяло европейцам точно определить численность противника. Когда монголы приблизились к польским порядкам, Генрих послал в бой свой авангард под командованием Болеслава.
Опустив копья, европейские всадники двинулись вперед, однако легковооруженные монголы на степных лошадях отступили, избежав лобового столкновения. Они стали окружать рыцарскую конницу, осыпая ее стрелами со всех сторон. Из-за невозможности сблизиться с монголами для схватки, люди Болеслава были вынуждены прервать атаку и возвратиться обратно к польской линии. Это отступление оказалось крайне тяжелым. Погиб сам Болеслав и многие его приближенные. Положение исправили только подоспевшие польские арбалетчики. Вторая атака была предпринята Сулиславом и Мишко из-за поля, которые повели в бой основные польские силы. В этот раз наступление польского войска началось удачно. После небольших стычек монголы стали откатываться. Вдохновленные первоначальным успехом, рыцари продолжили атаку, стремясь обрушить на монголов всю мощь своего удара. Чтобы избежать потерь от лобового столкновения, монголы продолжили свою тактику отступления, заманивая поляков вперед и обстреливая их. Вдруг воины Сулислава и Мишко услышали крики «Бегите! Бегите!». Впоследствии выяснилось, что на польском языке кричал разъезжавший по полю провокатор. Но князь Мишко принял крик за правду и, увлекая за собой часть своего отряда, стал уходить с поля боя. Увидев отступление Мишко, Генрих повел в бой свою резервную линию, намереваясь нанести решающий удар по рассредоточенным монгольским всадникам. В ответ на действия Генриха Байдар ввел в бой свой собственный резерв, подразделение тяжелой копейной конницы, которая у монголов тоже была, хотя по силе она уступала европейским рыцарям. Полки Генриха и Байдара столкнулись в жесткой схватке. В тот момент силы сторон были примерно равны. Постепенно кавалерия Генриха стала одерживать верх над монголами, однако им все же удалось дезорганизовать поляков и переломить ход сражения. Польский хронист Ян Длугаш приписывает монголам использование колдовства, которое якобы привело к перелому в битве и разгрому европейцев. На самом деле монголы просто подожгли сухую траву на поле, что внесло неразбериху в ряды польского воинства. В поднявшемся над поле облаке дыма польские рыцари беспорядочно метались из стороны в сторону, пытаясь найти выход из огненной западни. Тяжелые всадники потеряли связь со своими соратниками и задыхались от густого дыма, поэтому стали более легкой целью для монгольских всадников. Освободившиеся монгольские части преодолели дымовую завесу и, протаранив польскую пехоту, разбили ее. Союзная армия была наголову разгромлена. Тевтонский ландмайстер бежал, а большинство его рыцарей вместе с польской аристократией и тамплиерами остались лежать мертвыми на поле боя. Генрих попытался спастись 3 телохранителями, однако группа монголов двинулась за ними, расстреливая его свиту. Когда же измученная лошадь Генриха рухнула, он попытался бежать в доспехах. Естественно, монгольские всадники догнали его, отрубили голову, нанизали ее на копье и впоследствии выставили перед стенами Лигницы. Несмотря на этот устрашающий атрибут, жители Лигницы не открыли ворот монгольскому войску и отразили последовавший штурм. Очевидно, недавнее сражение ослабило боевые возможности корпуса Орды и Байдара. Кроме того, опоздавший к битве чешский король Вацлав I находился в однодневном переходе от Лигницы. Однако, узнав о разгроме польской армии, Вацлав не стал рисковать и отступил, оставив всю Южную Польшу на разграбление монголам. Главной целью их западной кампании по-прежнему оставалась Венгрия. Победа Байдара лишь обеспечила безопасность северного фланга основных сил завоевателей. Расправа над войском Венгерского королевства произошла всего через 2 дня после победы при Лигнице, но об этом я расскажу в следующем видео.